Доброго здоровья, дорогие друзья и гости канала Ирина Огонек. С вами я, Ирина. И сегодня пойдет речь опять о сабельнике. Это видео снято по просьбе Татьяны Симаковой. У нас с ней завязалась целая переписка в комментариях. И вот ее просьба. И еще расскажите в новом видео о сабельнике, сколько вы уже принимаете и какие результаты на сегодняшний день. Очень интересно. Благодарю за общение. Так вот, по просьбе Татьяны я сегодня более детально расскажу о сабельнике. Значит, начну я с информации, которую, так сказать, дают в литературе, которая находится, которую нашла в интернете. Ну, собственно говоря, полезные свойства и что лечит сабельник. Это, так сказать, вступительно. Я немножко буду подглядывать свою шпаргалочку, так как ну, запомнить все это при моей девичьей памяти это сложновато. Вот. Так что, друзья, я начинаю зачитывать, а вы тем временем быстренько подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну, если видео вдруг понравится, поставим лайк или дизлайк. Ну и обязательно комментарии. Вот такие вот комментарии помогают нам общаться, и я могу более детально что-то вам рассказать, предложить. Итак, сабельник. Значит, сабельник болотный, растопырка, рябинник, лапчатка болотная, суставка, сухолом. Все это название нашего сабельника болотного. Ну и мое личное мнение и мнение других, что именно сабельник болотный заслужил звание русского женьшеня. И по праву может считаться лекарством от многих болезней. Значит, самые яркие выраженные свойства сабельника заключается в его воздействии как общеукрепляющее, иммуномодулирующее, противовоспалительное, противовирусное, антибактериальные, противогрибковое средство. Это хорошее обезболивающее средство, кровоостанавливающее. Ну и также ему приписывают славу в противоопухолевых и противораковых ну, свойствах. Значит, в народной медицине сабельник принят давно, но и традиционная медицина все-таки сабельник принимает. И о сабельнике много рассказывается, много о нем пишут. Он имеет популярность, но используют сабельник в основном в составе мазей и кремов для суставов. Но вот здесь есть одно но. Многие, использовав эти крема или суставы, ждут мгновенного, так сказать, результата. Но этого не может быть, так как сабельник и многие другие травы – это длительное лечение. И ждать от них мгновенного результата не то, что не стоит, а даже не нужно. Если вы решили лечиться травами, значит, вам первое нужно настроить себя на длительное лечение. Значит, в народной медицине сабельник применяется в виде отваров, настоек, мазей, ну и разные способы. Даже вот зеленая масса, листья просто как прилаживается к гнойным ранам. Ну, это все, как говорится, как
применяется все растение. Значит, что же лечит сабельник? Его применяют при артритах, артрозах, ревматизме, остеохондрозе, ретикулите. Также он очень хорошо помогает при желудочных болях, кровотечениях, расстройствах желудочно-кишечного тракта, поносах. Значит, также сабельник излечивает язвенные болезни, гастриты. Применяется хорошо, сабельник помогает при простудных заболеваниях, при гриппе. Хороший помощник сабельник нашей печени. Ну, говорят, что сабельник помогает при раке желуда и молочной железы. Отвар всего растения, корневище и наземная часть, рекомендован при туберкулезе, тромбофлебите, желтухе, неврологических болезнях, гипотонии, холецистите. Довольно-таки неплохой послужной список. Отваром или настоем сабельника полощут горло при ангине. Траву сабельника применяют при нарушениях обмена веществ, укусах бешеных собак, маточных кровотечениях. Наружно ее используют в виде полосканий при разрыхлении десен и зубной боли. Ну вот тут вот, честно говоря, я бы даже написала автору, ну, нонсенс, наружно при полоскании зубов. Ну, то, что помогает действительно при зубной боли, это да, это уже проверено. Ну и то, что я уже говорила. А свежесобранную измельченную траву прикладывают к гнойным ранам. Ну, вот такой вот перечень болезней, которые лечит сабельник. Ну, а теперь информация лично от меня. Сабельник я принимаю уже, вот это пошел 4-й курс. Первые 2 курса были на Урале, но там я делала небольшие настойки, и у меня получалось по 1,5 литра. Дважды я выпила по 1,5 литра сабельника, но улучшения уже тогда были. Скажем так, с моими проблемами это наладилась работа желудка, так как прежде я очень мучилась с желудком. Даже легкий суп у меня вызывал тяжесть, и постоянно приходилось прибегать к таблеткам, чтобы или сода, или таблетки, чтобы снять вот эту вот тяжесть желудка, но больше сода оказалась для меня неподходящей. Вот. У меня она начала вызывать отечность, так что прибегала к таблеткам. Так вот, наладилось мое пищеварение, мой желудок стал работать стабильно. Вот, так что сейчас я кушаю все и на желудок не жалуюсь. Я не говорю, чтобы вообще я вылечила желудок. Нет. Если я провоцирую свой желудок очень острым или очень кислым, то, естественно, бывают, как говорится, всплески. Но это уже как не полное то, что я не могу принимать никакую пищу. Это разовые, так сказать, симптомы. Значит, по гипертонии я гипертоник, у меня аритмия. По этим признакам тоже у меня большие улучшения. У меня сейчас практически стабильно мое давление. Да, я принимаю препараты, от них я не отказываюсь. Вот. У меня аритмия, и вот утром и вечером я принимаю препараты от давления и вечером от аритмии. Вернее, утром от давления, вечером от аритмии. Но скажу сейчас, вот вернувшись домой,
Если на Урале у меня аритмия доходила до такого, что 3-4 приступа на неделю, это перед приемом сабельника, то сейчас вот я уже год нахожусь дома в Украине, то именно приступов аритмии у меня было всего 3. И то после, как говорится, нервного срыва, ну, стресса, большого нервного стресса. Значит, приехал на Украину, я приобрела сабельник в довольно-таки большом количестве, я заказывала килограмм, и есть видео, где я показывала, я делала 3 банки 3-литровых настойки. Чтобы не говорить, что это все, как говорится, наиграно, просто сказано. Нет, вот это вот одна банка. Первый курс я пропила практически всю осень и зиму. Это ушло практически 2 литра. Вот все летние месяцы я не принимала сабельник, но при этом у меня не было проблем ни с давлением, ни с желудком. И я занималась своими грядками. Видео тоже есть, если кому интересно, можно посмотреть. Но самое главное, что даже не принимая сабельник, все лето я работала без боли и жила без боли. Были, конечно, случаи, когда сильно уставала, когда сильно перенапрягалась. Это единичные случаи прием обезболивающих. Но если я их раньше ела упаковками, то сейчас за весь летний период у меня даже не ушла одна упаковка. Это где-то в пределах, ну вот я принимаю индомитоцин, его упаковка 30 таблеток. И если раньше у меня уходило 2-3 упаковки на месяц, то за лето я использовала всего 24 таблетки. Но я же говорю, но это моя личная вина, потому что нужно сделать много и больше, и хочется все и сразу. Ну, естественно, перенапрягала. Значит, сабельник я вот сейчас начала, это буквально 3-я неделя прошла, я начала опять принимать сабельник. Значит, принимаю я сабельник по столовой ложке 3 раза в день. Именно в одно и то же время. Это 9 утра, 15 дня и 21:00 вечером. Это действительно очень важно при любой народной медицине, чтобы травы, настои, настойки принимались именно в одно и то же время и постоянно. Значит, то, что я сказала, ну, я не буду тянуть 3 банки. Вот еще одна банка, видите, здесь видно, что трава, еще одна банка сабельника, она на подходе. Вот. Так что настроена я на лечение сабельником очень даже конкретно. Значит, что скажу про именно лечение сабельником? Значит, первое, что я вам хочу сказать, если вы решили начать лечение сабельником, знайте одно, что в первые дни это может быть моментально, это может быть на 2-й, на 3-й день приема сабельника, но у вас обязательно обострятся ваши проблемы, ваши болезни. Так как сабельник именно начинает действовать и вот именно воспалением этих болезней и вернее, воспаление вот этих болезней и скажет о том, что сабельник начал работать. Я вас прошу, не останавливайтесь. Да, я понимаю, я сама уже в 4-й раз переживаю эти обострения. Вот, правда, этот последний раз у меня это прошло совсем уже в легкой форме. Вот. Но оно тоже было. И если, допустим, у вас при приеме настойки воспаляются желудок, начинает болеть желудок, значит, не прекращайте пить сабельник, а просто утром
на это самое, примите какие-то лекарственные препараты, вот которые вам прописаны от желудка, или же, как я, омепразол, я его принимала. И вот во время приема сабельника, первое время я действительно по одной капсуле с утра натощак я принимала омепразол. Это помогает легче перенести начало чистки сабельником. Значит, если у вас обостряется сами болезни в суставах, в позвоночнике, тоже не стоит бояться этого. Просто во время не стоит бояться и отказываться от приема сабельника. Просто если есть возможность перетерпеть, значит перетерпите. Если нет, то примите обезболивающее, то, которое принимаете вы. Кстати, сабельник усиливает действие всех препаратов, которые вы пьете. Так что можно принять просто меньшую дозу. Значит, о том, что лечит сабельник, о том, как я его применяю, я рассказала. О том, как его начать применять еще раз. Вы знаете, у меня друзья даже смеются. Вот на протяжении, я же говорю, осень и зима, я пила строго по времени. И у меня на будильнике, на мобильном телефоне срабатывает мобильник, и вот друзья смеялись. Как только будильник сработал, с меня смеются. Все, Ириша идет бухашку бухать. Да, друзья, но это очень важно. Не пропускать, не затягивать. Если, допустим, вы работаете, да, у вас нет, ну возьмите вы эту свою дозу с собой на работу. Если, допустим, еще скажу об одном. Сабельник можно принимать как настой, вот спиртовой, как я делала, настойку спиртовую. Также отвары, чаи. Сейчас сабельник выпускается в форме таблеток. Это все можно принимать. И если вы дома можете принять сабельник спиртовой, а на работе нет, вы можете взять с собой просто купить те же таблетки. Да, это, честно скажу, недорогое удовольствие, но все же. Точно так же вы можете заварить чай и выпить его на работе. Он не влияет на, как говорится, его разрешено применять при работе, он не притупляет внимание, так что вреда он вам не нанесет. Что еще? Но обязательно старайтесь принимать, если вы хотите положительного результата, именно старайтесь принимать в одно и то же время, постоянно, не пропуская, не надейтесь, что, если я сегодня не выпил, завтра выпью, оно все. Не будет этого. Здесь нужна обязательно дисциплина и ваша вера в то, что вы не зря это делаете. Я вам сейчас скажу, любые, вот даже кто смотрел мой канал сначала, они видели, да, на Урале я практически не ходила. Для меня было спуститься с 4-го этажа с квартиры и сходить в магазин, это целой проблемой. Любая физическая нагрузка для меня это была очень тяжелая штука. И обязательно с болями. Я садилась с болями, вставала с болями, ложилась и подымалась с кровати. Даже было сделано в деревне приспособление, чтобы я за веревку подтягивалась и подымалась, так как были сильнейшие боли. Сейчас этого всего нет, потому что я именно систематически принимаю сабельник. Значит, еще раз повторюсь о том, как правильно принимать. Значит, сабельник мы принимаем 3 раза в день по столовой ложке. Начинать можно, конечно, с чайной ложки, пока вы убедитесь, что ваш организм его хорошо переносит. Значит, не рекомендуют принимать сабельник при индивидуальной непереносимости, такое тоже бывает. При беременным женщинам не рекомендуется принимать сабельник.
кормление не принимается. Ну и детям до 12 лет тоже не советуют применять сабельник. Всем же остальным сабельник у него противопоказаний практически нет, кроме индивидуальной непереносимости. Вот. Значит, еще раз, 3 раза в день в одно и то же время по столовой ложке. Обязательно верим в прием и то, что будет положительный результат. Иначе не стоит и начинать, если вы скептически относитесь к фитотерапии, к народной медицине, то вам не стоит даже начинать вот это все. Вот. Ну, и еще раз. Я довольна приемом сабельника. Сейчас я чувствую себя намного лучше. Буквально за этот год. И еще что. Прием сабельника. Значит, нужно принимать сабельник с перерывами, как и все любые остальные травы. Значит, обычно месяц принимаем, неделя-две перерыва. Ну, до 14 дней перерыва. Вот, я же вам сказала, что третий прием мой был длительным, это практически вся осень и зима, вот, но и перерыв летом был тоже большим, это 3 месяца, это, ну, большой перерыв. Сейчас я вернулась к сабельнику, вот, и буду уже принимать, как говорится, как положено. Месяц пью, 2 недели перерыва. Ну и вот, друзья, все, что я хотела рассказать о сабельнике. Надеюсь, я ответила Татьяне на ее вопросы. Ну, а на этом я заканчиваю свое видео. Прощаюсь с вами. Не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также обязательно пишем комментарии. Это наше с вами общение. Вот. Ну и лайки, дизлайки, это кому как нравится. Если видео вам понравилось, если вы нашли интересную информацию, не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. Все-таки и друзья будут знать, ну и каналу моему помощь. И так, до свидания. До новых встреч. Ваша Ирина.